Извините за мое не совсем одетое тело, но поверьте мне, у нас очень жарко, очень. 33 градуса и ветерка не особенно много. И это с учетом того, что я живу практически у моря. То есть, по идее, должен быть некий сквознячок от моря, но и его нет. Поэтому приходится вот в таких вот маечках. Кстати, такие маечки стоят по причине того, что сейчас туризм по 6, по 7, по 8 евро. Местные торговцы, как в хорошем Адлере, пользуются случаем и продают эти майки втридорого, с моей точки зрения. Ну, деваться некуда, совсем голым не походишь. Вот. Хотя некоторые красивые накачанные мужчины ходят и голые. В Испании равноправие. На пляже достаточное количество женщин на пляже загорает без верха, без лифчика. А мужчины ходят по улице без маек. Такие красивые, накачанные мужчины. Я все жду, когда наконец-таки равноправие распределится и на улицу. А мне ходить, конечно, голым не очень с руки. Все-таки мое пивное пузико, оно, извините, портит всю картину. Приходится ходить в майке. Так совпало, что ко мне обратились подписчики и родственники с просьбой помочь в написании неких типовых жалоб, заявлений, обращений, как хотите называйте, в связи с работой энергоснабжающих организаций, управляющих компаний. И я своим родственникам в индивидуальном порядке, ровно как и моим подписчикам, хочу порекомендовать первое. Когда вы пишете в управляющую компанию, например, или в энергоснабжающую организацию, вы, один человек, начинаете воевать с целыми юридическими отделами, специально обученных, получающих зарплату на полный рабочий день юристов, которые таких обращений, как вы пишете, получают по десяток, по сотни в день. У них наработанные шаблоны, у них наработанные ответы, у них наработанная практика. Ну, это все равно, что человеку с улицы, школьнику, выходить против профессионального боксера, который практикует избиение каждый день. И вы ему что-то напишите, этому какому-нибудь генеральному директору управляющей компании. Даже если учесть, что допустить, что генеральный директор управляющей компании стал бы разбираться в вашем обращении по существу, допустим, он бы начал читать действительно, что вы там написали, захотел бы, например, разобраться. Ну, что бы он мог вам ответить? Вы жалуетесь на организацию, которая допустила, например, против вас какой-то незаконный с вашей точки зрения расчет. То есть, условно говоря, проводя аналогию, вы ехали по дороге, попали колесом в яму и жалуетесь собственнику дороги на эту яму, о том, что вот я попала колесом в яму, и поэтому у меня пострадала машина. Он собственник дороги, он должен содержать эту яму, в смысле дорогу без ям, а вы ему жалуетесь. Это не надлежащее лицо, которому вы жалуетесь. Он же не может сам себе выпороть, он же не может написать вам, что да, мы такие плохие, мы все делали плохо, мы целенаправленно много лет стараемся начислить пенсионерам, людям, которые мы предполагаем менее дееспособны, чем
30-летние, 40-летние взрослые мужики, мы им пытаемся начислить незаконные платежи, потому что надеемся, что эти пенсионеры не будут разбираться и нам заплатят. Ну не напишет вам директор управляющей компании или какого-нибудь горгаза, он не напишет вам признание своей вины. А вы ему жалуетесь на него же, на его беззаконие. И поэтому я своим подписчикам и своим родственникам рекомендую, если вы имеете что сказать, если у вас есть какие-то аргументы о том, что управляющая компания что-то не соблюдает, о том, что энергоснабжающая организация, какие-нибудь электросети, какие-нибудь горгаз незаконно отключили вам электричество, обрезали вам газ по какой-то причине. Бессмысленно жаловаться на тех, кто допустил это беззаконие по вашей точке зрения. Они не ответят вам, что мы виноваты, признаем свою вину и исправимся. Нет! Они вам пришлют 5 страниц отписок, 5 страниц ссылок на какие-нибудь там законные, незаконные, подзаконные акты, на что угодно. И напишут в конце, что мы все сделали правильно, и вам еще нужно доплатить. Поэтому я вам рекомендую стратегию. Первое. Жалуйтесь только в контролирующие органы. Если вы посчитаете, что если контролирующий орган посчитает, что они не должны этим заниматься, вашей жалобой, они профессионалы, они под погонами, они на должности, они служат и знают, как это делать. Они отправят вашу жалобу по инстанции, направят запрос, но это будет: товарищ прокурор, я рекомендую жаловаться в прокуратуру. Это прокурор или помощник прокурора направит жалобу в энергоснабжающую организацию, в электросети, в горгаз, в управляющую компанию. Это прокурор спросит: а что у вас там случилось в случае с условным товарищем Панюшкиным, которому вы отключили электричество или которому вы отключили газ? На каком основании вы обрезали газоснабжение, электроснабжение, учитывая то, что, например, товарищ Панюшкин является матерью-одиночкой или инвалидом второй степени? То есть прокурор хорошо знает законы, и он будет задавать вопросы, почему управляющая компания или кто-то там еще нарушил закон. Первое. Жалуйтесь в прокуратуру. Вот к чему я хочу вас подвести. Контролирующий орган – это прокуратура. Второе. За управляющими компаниями, за деятельностью энергоснабжающих организаций в определенных домах вместе с управляющими компаниями следит Государственная жилищная инспекция. Если вам не нравится, как работает управляющая компания, а нет ни одной управляющей компании, которая бы работала по закону, это в принципе невозможно. И они делают все, что угодно. Они начисляют какие-то придуманные из воздуха общедомовые нужды. Они придумывают какие-то собрания собственников жилья, которых никогда не случалось, и они подделали эти протоколы. И много-много нарушений. Иначе управляющая компания не выживет. Жалуйтесь на эти управляющие компании своим текстом, своим словом, без каких-то юридических изысков. Пишите в Государственную жилищную инспекцию. И да, я должен вам сказать, что бывают, конечно, прокуратуры, которые находятся на, скажем так, прикормке управляющих компаний или энергоснабжающих организаций. Есть госжилинспекции, которые
пока по непонятным причинам для вас не могут или не хотят штрафовать или принуждать какие-то управляющие компании к действию. Но на каждую горжилинспекцию, госжилинспекцию есть прокуратура. На каждую прокуратуру города есть прокуратура области и края. На каждую краевую прокуратуру или областную есть генеральная прокуратура. И это более эффективно жаловаться в прокуратуру и в жилинспекцию, чем писать жалобы на тех, на кого вы хотите подействовать. То есть на управляющие компании и энергоснабжающие организации. И запомните, что на самом деле энергоснабжающая организация или управляющая компания по большому счету это коммерческая организация, а жилинспекция и прокуратура это государственный орган. И им абсолютно не жалко, если вы додавите, если вы домучаете прокуратуре не жалко наехать, что называется, на какую-нибудь жилинспекцию, а жилинспекции не жалко наехать на управляющую компанию. В конце концов, вы можете, если вдруг вы попали на какого-то суперспрута, который и с прокуратурой, и с жилинспекцией, со всеми уровнями, районным, городским, краевым, областным, федеральным, какие-то супер мохнатые люди, которых вам не удается принудить с жалобами. В конце концов, есть депутаты, которым вы можете написать такие же жалобы, которым вы можете прийти на прием и объяснить, что мы жаловались везде, где могли, и получали везде отписки. Вы можете прийти в политические партии. Вы можете, в конце концов, составить коллективные иски. Запомните, коллективное обращение, коллективные иски всегда эффективнее, чем индивидуальные. Обратиться коллективно в суд. Но начните индивидуально. Я вам рекомендую. Прокуратура ваша местная, районная, городская, краевая. Дальше. Жилинспекция. Причем делайте эти параллельные действия. Не надо ждать по месяцу. Одновременно пишите жалобы и в прокуратуру, и в жилинспекцию. Тут же пишите жалобу вашему местному муниципальному депутату. Пишите своими словами, пишите как думаете, что вас мать-одиночку, что вас инвалида, что вас, допустим, безработного отключили монополисты, Горгаз, энергосети от ресурсов. Они имели право. Монополист не может вас отключить от своей услуги, потому что он монополист. Пишите депутатам муниципальным, одновременно пишите депутатам вашим областным, краевым, республиканским, пишите в Государственную Думу, это все можно делать в электронном виде. Не надо никуда там письма слать, можно это все сделать через сайты, через госуслуги, если иногда требуется верификация вашей личности. Естественно, анонимные жалобы не принимаются. Написали все эти жалобы и ждите результатов. Это реально работает. Хотите, сходите на личный прием, это тоже подействует. Личный человеческий контакт никто не отменял. Сходите в политические партии. Да, они все там кормятся с руки, но политикам тоже надо что-то делать. В Краснодарском крае в сентябре этого года будут выборы губернатора, будут выборы депутатов всяких разных муниципальных советов в разных местах. Но выборы губернатора будут, какая-то политическая активность есть. Сходите в приемные политических партий, поговорите с вашими местными политиками, может быть, они чем помогут. И в конце концов, в чем моя мысль? Вы должны создать такой поток жалоб одновременных, а не в час по чайной ложке. Такой поток жалоб, чтобы каким-то там вашим Горгазу, электросетям, управляющей компании, водоканалу было проще сделать то, что вы хотите от них, чтобы они сделали, перерасчет ваших долгов, дисконт какой-нибудь там, скидку вам сделали, какую-то бесплатную услугу оказали,
подключили то, что они отключили. И они должны понять, что проще это сделать для вас, чем писать ответы на все эти жалобы, но уже не вам лично, а в прокуратуру, в жилинспекцию, депутатам всем уровням, всяким там губернаторам. Жалуйтесь в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края или вашей области. Жалуйтесь в политические партии. Короче, создайте волну. В конце концов, соберите коллективные жалобы, обратитесь в какие-то те еще, которые остались у вас, как бы независимые СМИ, если они какие-то остались. И что-то да подействует. Неоднократно я делал то, что я вам советую, и помогало. Например, я на свою улицу в горячем ключе добился того, чтобы построили газопровод. Представляете, целый газопровод. У меня на это ушло 3 года. У меня ушло, сейчас вам скажу, 7 лет на то, чтобы добиться строительства 1,5 километров асфальтированной улицы. За 7 лет, но я добился. Все так, как я вам рассказываю. Коллективные жалобы и постоянное оглобление. 1000 жалоб, но добился. Альтернативный вариант, который я могу предложить. Заплатите то, что вам начислили. Согласитесь, что да, конечно, я виноват. Подключите электричество, потому что без электричества и без газа плохо жить, жарко, голодно, готовить на чем-то надо, пока лето. Все сделайте, как хочет ваша энергоснабжающая или управляющая компания. Совсем согласитесь, но собирайте документы о том, чтобы заплатили, о том, чтобы обратились, а потом идите с коллективным иском в суд. Это просто долго, но можно потом добиться перерасчета при условии, что ваша управляющая компания, как юридическое лицо, сохранится, и эта управляющая компания будет платежеспособной. Если, как в моем случае, когда я был председателем ТСЖ, случится ситуация, когда мы добились правды, а управляющая компания как бы случайно после этого попала в пожар, а потом так залили документацию, что она не подлежит восстановлению, а потом управляющая компания обанкротилась, вроде как и мы и правы, а взыскать деньги не с кого, потому что юрлица как такового нет. Так что выбор за вами, что вы хотите? Заплатить, потом решать вопросы постфактум долго, может быть годами, и рисковать тем, что юрлицо куда-то исчезнет, или сидеть без электричества и газа и биться через всякий контролирующий орган. Самое бессмысленное, что вы можете сделать, жаловаться на беззаконие тех, кто вам отключил газ, электричество и воду. Это самое глупое, что можно сделать. Ну и последнее. Поскольку ко мне обращаются с предложениями помочь, я, к сожалению, должен сказать, что в данный момент, не имея возможности оказывать вам помощь бесплатно, я считаю, что свой совет я вам дал вот сейчас бесплатно и очень действенно. Если вы хотите, чтобы я погружался полностью в вашу ситуацию, изучал ваши документы, писал для вас жалобы, обращения и так далее, все, что вы хотите, я считаю, что это было бы разумно оплатить мой труд. То есть совет общий и действенный я вам даю бесплатно, а какие-то адресные советы именно конкретно по вашему случаю я готов давать, но на платной основе. Каждый труд должен быть оплачен. Поэтому, если у вас, по вашему мнению, сложилась ситуация, что нужна сторонняя помощь юриста, типа меня, шлите мне в Телеграме, в WhatsApp, в Инстаграме ваши обращения, в чем конкретно вам нужно помочь, какой случай разобрать.
Я вам скажу, как оплатить мои услуги. И готов для вас написать все те жалобы, о которых я вам говорил. Тем более я их написал тысячи этих жалоб. Я готов их для вас конкретно адаптировать, отправить и следить за тем, чтобы вам пришли осознанные ответы. А если придут неосознанные ответы, жаловаться еще. Но, поверьте мне, и тех советов, которые они дают бесплатно, должно быть достаточно. Если нет, заплатите нам, и я вам помогу адресно. Все, всем пока.